Всем привет! Вы на канале путешествий и развлечений Моторный Лайф. На берегу живописной реки Роставица раскинулся изящный парковый комплекс Буки. Даже в самый шумный день спокойные воды в окружении зеленых насаждений и скульптур навевают мысли о прекрасном. Если быть точнее, то полное название звучит так: храмовый комплекс с ландшафтным парком село Буки Сквирского района Киевской области. Оказалось, что эта красота находится относительно недалеко от Киева, около 130 километров. Еще в начале 90-х годов вместо парковой зоны здесь красовалась свалка. Идея очистить и преобразить почти 3 гектара загрязненной мусором земли была реализована меценатом Иваном Сусловым. Так, в 1996 году появился один из самых красивых парков современной Украины. Здесь была расчищена река, построена небольшая электростанция, реконструирована плотина. Кстати, Буки, небольшой населенный пункт, имеет древнюю историю. Об этом свидетельствуют обнаруженные во время раскопок поселения остатки древнего городища, курганный комплекс, а также другие артефакты. Первые упоминания о Буках датируются началом 17 века. На месте современного населенного пункта когда-то находился древний город Бакожин. Название, вероятно, происходит от литовского слова «бака», что означает «хата», и которое со временем сократилось до сегодняшнего Буки. Ну а потом здесь была свалка, а сегодня это место широко известно любителям путешествий, как место, где расположены удивительный храмовый комплекс и ландшафтный парк. Необычные памятники, красивые замки и храмы придают Букам уникальность. На территории парковой зоны в Буках построена церковь Святого Евгения и колокольня Даниила. Рядом с ними стоит демонтированный фонтан-рулетка с Майдана Независимости в Киеве. Его отреставрировали и дополнили подсветкой. Этот фонтан находился до 2000 года на Майдане Независимости, там, где сейчас купол торгового центра «Глобус». Интересно придуман мост или дамба, по которому проезжают машины. Вода протекает по дамбе, а проезжающие по ней машины моют в ней свои колеса. Для людей по бокам сделаны пандусы, чтобы не промочить ноги. С дамбы вода стекает, образовывая своеобразный водопад. Во-первых, это красиво. Во-вторых, привносит свежесть в воздух, что делает летнюю прогулку по достопримечательностям села Буки еще более приятной. Водопад здесь не один, их целый каскад. А еще здесь пруд, в котором разводят рыбу. Интересная скульптура на берегу – жаба с монетами, согласно преданию, приносящая материальные благополучия. Немного далее можно увидеть еще одну замечательную достопримечательность в селе Буки – современный православный храм. Не считаю себя авторитетом в архитектуре, но мне и храм, и колокольня кажутся очень красивыми. Собор святого великомученика Евгения, колокольня святого Даниила, часовня святых Александра и Николая. В подвале храма находится крестильная, большой мраморный зал с белыми ангелами и апостолами и мраморная чаша посередине.
В парке есть много мест, где загадываются желания. Например, у той же большой жабы нужно загадывать желание, на мостике между грифонами желания сердечного характера. Есть еще свадебный камень из Израиля, где также загадывают желания. К нему обычно очередь. За этим камнем следит ЮНЕСКО. Согласно табличке, камень был привезен с того самого места, где Иисус благословил молодожен и превратил воду в вино. Есть здесь и аллея сказок. Она была создана для детей из детского дома семейного типа, который находится здесь же. На аллее можно увидеть разные вырезанные из дерева скульптуры. Также есть еще мини-зверинец. Часть животных в клетках, а часть в небольших загонах. В парке часто встречается цифра 7 – счастливое число мецената. Ландшафтный парк в Буках – очень красивое место, поэтому один лишь его осмотр доставит большое удовольствие. В этом месте радуются глаза и отдыхает душа.